11,5 часов. И мы на острове Гаити. Я так понял, его покрасили еще, нам еще повезло. Человек собрался в туалет. Вам, наверное, интересно по бухлу. Ребята, тут проблема. Сегодня пятый день, как мне батарейки в пульт вставляют. Ребята, я не знаю, что случилось, но вот происходят вот такие вот вещи. Что ты хотел хорошего сказать? Я хотел сказать, что мы летим в Пунта-Кану. Пусть наделал себе дружков каких-то непонятно. Сердечко. Сердечко. Ребята, смотрите здесь. Самые веселые скетчи, прибаутки, немножечко выпивки. Это на моем YouTube-канале. Картавцев фильм. Подписывайтесь, смотрите. Все самое честное, все самое острое. Погнали. Шлепки и шлепки. I don't wanna be broke when I DRE. Wanna be living it up 11,5 in часов. VIP. Trying to get И in мы the на club острове when Гаити. CID. 1 minute wearing our shoes in a TRE. I've been working and getting by, but that ain't enough to satisfy. Cause I got dreams for you and I, so I got money on my mind. So if you wanna Наши suck it up, then you gotta work for ваучеры. it. Ay, С 18 года отменили, 10 баксов стоила раньше виза. Да. And I got dreams and I got time, but they ain't enough to get me by. So I suck it up, man, I gotta work for it. Yeah, I got money on my mind. Yeah, I got money on my mind. I wanna flex hard like DOE, but right now my car need the MOT. And I can't give the valet no TRP, but like him I got dreams and they be IG. Try to be a better guy, but different enough to satisfy. Cause I got dreams for you and I, so I got money on my mind. So if you wanna suck it up, man, you gotta work for it. Ain't nobody gonna be doing it for you. And I got dreams and I got time, but they ain't enough to get me by. So I suck it up, man, I gotta work for it. Yeah, I got money on my mind. Yeah, I got money on my mind. Yeah, I got money on my mind. Понимаешь, когда тебе говорит: эй, друг, я работаю в отеле, там другая бокачика, туда не надо, там Dangerous. Это как бы уже все-таки работник отеля, который живет в другой бокачике. Вот зашли вчера, кстати, был такой сильный запах влаги, плесени. Ну вот вам, пожалуйста, вот потолок. Вот я так понял, его покрасили еще, нам еще повезло. И, ребята, обратите внимание, розеточки американские. Берите переходнички, либо покупайте их, здесь они везде продаются. Человек собрался в туалет. Как вы поняли, потому что вот это. Человек вышел, не смог. Немножко мокренький. У нас спор, отгадайте, пишите в комментариях, что это, вода или... Обнаружилось муляж телефона. Алло! Алло! Барышня! Хрен. Сказали, не работает уже 3 года. Батарейку так и не принесли. Но зато 260 каналов. Я вчера стоял, крутил вот так вот. Тыкс, 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 тыкс. Вчера был новый заезд. Пятница, суббота, воскресенье. Здесь делать нечего. Если есть возможность куда-то уехать, экскурсия, берите. Потому что приезжают местные. Видимо, с середины острова и балдеют. 8 часов похавать уже было нечего. Очереди, как говорится, от Кремля. Но он считается лучший Бока-Чикен. Один плюс для детей, наверное. Мелкое море, теплое, шикарное, пляж маленький. Может быть, за эти деньги здесь все нормально. Они очень ленивые, очень ленивые. Куба и Доминикана рядом. На Кубе морепродуктов, в Доминикане хрен. Мясо, курица. Лови не хочу, нет. Вот такая бассейновая зона здесь. Самое интересное. А мы сейчас идем за сим-картой. $15 на 10 дней. Шикарный интернет. Ну, это, конечно, была шутка. Интернет действительно нормальный. Симка выглядит вот так.
Оператор Клара, $5 симка, $5 5 дней, $5 продление. Но это все лучше, чем бежать в лобби и выкладывать какую-то фотку. Тем более у меня Катюня ведет Инстаграм. И там есть какие-то ограничения. То ли час за все время пребывания в отеле, то ли час в день. Ну и сами понимаете, он постоянно слетал. Вот, ребятки, мы выходим из нашего гардена. Life Experience Хамака Гарден. Здесь кушают, здесь все мероприятия развлекательные находятся. Вот здесь вот бачату танцуют и так далее. А вот через дорогу то же самое, только бич. Он немножко подороже. И вот машина, паркинг. Паркинг очень маленький. А если будете брать машину, учтите это. Если надо что-то купить, пожалуйста, Оле, прям рядом. Вот в таких магазинчиках, ну вообще практически везде, все в песо. Песо обозначение как доллар. Вам, наверное, интересно по бухлу, как и мне. Чипсы, ну, шоколадки, $2. Сами делите на 5. Считать не буду, выгодно, невыгодно. Пиво. Пиво. Вот Бругал, получается $10. Барселла, мой любимый Империал. Так, он стоит, получается, 20-ку. 1250. Так. В Париже я брала ее за 5 €, а здесь она стоит сколько? 15 выходит? Дели на 5, Или да, больше? 15. За 5 в Париже. Да ладно. Помнишь, которые мы контентные ехали? Да. Ну, там просто- Это у нас что? У нас шипучка, да? Да. Вот, ребятки, вот такие Вот цены. местные дешевые, я так понимаю. Кто это? Вот $2. Австралиана. Вот $2. Это Ну, сидр. это сидр, но он так и в Париже стоит. Так, вот легенда, ребят. Вот легенда стоит 20, наверное, 1. Сразу интересная информация. Учтите, что если вы платите наличкой, то будете платить, как написано на этикетке. Если вы платите не наликом, то почему-то какие-то проценты. Вот мы брали чек, причем они разные. Могут быть 6, 8. По поводу Империала и рома вот этого, который мне нравится, там еще есть черный ром, Оникс. Вы не рассчитываете на Duty Free. Duty Free американский, там ценник 30 у этого Империала. А про Оникс, который здесь стоит 1079 песо, в районе $22, там он стоит 57. Сегодня 5-й день, как мне батарейки в пульт вставляют. Ну, мы его включаем там на 5 минут, послушаем музыку и вырубаемся. Вот, сегодня такой полный день, я так понял, в отеле, на пляже 2 на 2. Нет, на пляже Пеликан. Да, мы пойдем на пляж Пеликан, купим коктейль за $7, чтобы полежать на нормальном пляжу. Другого выхода я не вижу. Вот наш обед. Да, нормально поели, не хуже, чем в Дерри. Пиво один вид. Президенте. Коктейли не очень вкусные, обыкновенные. Еда неприхотливая, но наесться можно. Вчера, позавчера были морепродукты, я даже удивился. Был лангусты, большущие, прям реально большие. Были креветки. Картошку здесь очень делают интересно. Я вообще пюре не очень люблю. Ну как относительно. А здесь прям как с маслом, что ли, с каким-то особенным. Очень вкусно. Мясо делать не умеют. Резинка, хотя есть и баранина, и говядина. Бывает попадается нормально, но я люблю баранину, допустим. На косточке здесь она через день точно, может быть и каждый день. Все время беру, все время думаю, сейчас нарвусь на нормальный кусок, но жую, серединка бывает там, ну как корейка, ягненка. Ну нормально, голодными не останетесь точно. Да. Сериал продолжается. 5-й подход в ресепшн. Попросить батарейки, пульт, убрать течь на бушку в туалете. Ну, плесень никто не уберет, телефон никто не починит. Нет, телефон Это там это телефон тема. закрытая тема, да. Кстати, забыл сказать про холодильник. Всегда 2 бутылочки воды стоит. Ну, там колы или спрайт. Комаров полно. В Гардене, в Биче нет. Идем заказывать вечерний ужин. А-ля карт, посмотрим, получится это вариант. Тут, по-моему, 3 ресторана: мексиканский, бразильский, иногда бывает итальянский, 5, иногда. французский, Ну, тут 4. как повезет. Но говорят, надо заказывать бразильский. Не знаю, хочу попробовать. Как тебе отель? Ну, знаешь, уезжать никогда не хочется. Могло бы быть и лучше, если бы нас заселили, как я изначально хотела, в Бич.
Тогда бы было бы все А он подороже. Он был на первое время вначале не подороже. Поэтому надо было брать тогда и не рисковать. Поэтому порекомендую этот отель. Если хотите ехать в Бока-Чика, то этот отель только, потому что здесь нет других. И, конечно же, бич. Тогда у вас все будет хорошо. Ну, и на маленькие мелочи не обращайте внимания. Может, они не такие маленькие, но не надо на них И обращать. самое важное, тонкость, то, что здесь самое удобное расположение, куда путешествовать. А вот наш отель. А вот переходим в платное место. И, как я говорил, 7 баксов, пиноколады, отдыхайте. Ресторан «Пеликан» к нашему отелю никакого отношения не имеет. Но круто. Это прям совсем рядом. Здесь все, естественно, платно. Там заказываешь еду, кушаешь, сидишь, спускаешься, пока тебе готовят. Покупался, поднялся. И посмотрите, где находится этот ресторан. Я позаимствовал это видео у ребят своим ходом. Тут как раз очень хорошо видно. Они снимаются в ресторан «Нептун». Мы находимся на Пеликане. В ресторан «Пеликан» проходишь через наш отель. «Нептун» к нашему отелю никакого отношения не имеет. И заходишь через город. Кстати, у «Пеликана» есть очень хорошая парковка, куда мы впоследствии ставили машину. И самый главный бонус, то что есть на воде большой городок водный. Вы пришли с ребенком, на него надевают жилет. Если он не совсем маленький, он идет один, там резвится, что хочешь делать, городок достаточно большой. А вы сидите, пьете, кушаете. По поводу воды хотел сказать, здесь нет волн, потому что всю Бока-Чику огибает коралловый риф, либо насыпь. Вода чистейшая, без водорослей. Единственное, где-то вдалеке стоит пирс, видимо, он какой-то грузовой, но это совсем не мешает. Но для фотографий, конечно, помеха, ну не фотографируйте. Погнали. Находится прямо рядом с водой. Шикарная бирюзовая вода. Можно прямо здесь спускаться вниз, купаться. Я в шоке. И, честно говоря, я не могу поверить, что мы здесь это были и нам не понравилось. Видимо, мы были не в том месте. Вон там виднеется пляж. Мы, видимо, где-то там побродили. Еще погода была плохая, не было солнца. Поэтому нам не зашло. А сейчас я в какой-то рай попал. И сам ресторан, посмотрите, находится на таком пирсе, получается. Можно прямо с пирса вот сюда вот нырять, прыгать и купаться в этой чистейшей воде. И посмотрите, здесь вообще водорослей нет. Вообще ноль. Ни одной водорослинки. Потому что Карибское море. Очень классно, очень симпатично. Очень здорово. Пойду лежачок найду. Чтобы здесь поваляться, надо купить что-то. $7, но не $7, а 8. Но я пока купался, он мне принес сюда и сдачу, и фигачу. Вот, еще не пробовал. Пробую при вас. Естественно, не отельный. Вкуснейший коктейль. Второй день уже здесь, в Пеликане. Кстати, напротив ресторан «Нептун». Вон там. Там можно покушать. Также покушать можно и здесь. Хотел сказать такой интересный момент. Если придете сюда с долларами, то курс вам посчитают как по 49. Вообще он... На сегодняшний момент. Ну, на сегодняшний момент, да. Ну, в общем, а в городе 53. Грубо говоря, я заплатил за коктейль, заплачу 400 песо, да, там с процентами с какими-то. А девчонки отдали долларами, у них вышел, по-моему, коктейль практически там по 8, по 9 даже. Ну вот имейте это в виду, такой важный момент. Поэтому лучше разменяйте песо. Ребята, тут проблема. 2 брызгалки попали на ботиночки. Все, они развалились. Франция. Должно было развалиться твое лицо. Не хотим на обед, вот в лобби пришли. Люблю вот эти котлетки, вот эти. Очень вкусные. Ну, Котлетки хочешь? я возьму сам. Вот, а вон там бар. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Marisa. Happy birthday to you. Вот это мы зашли в бразильский а-ла-карт, вот этот ресторан. Тот же хрен, только в левой руке.
та же хрень. Очень забавно. А вот эти вот напитки местного производства. Ром, о чем я говорил. Бутылки все одинаковые совершенно. Видимо, специально выпущены мясников. Нам принесли мясо. Шашлык даже. Вот так вот. Два кусочка. Катя сказала, очень вкусно. Правда, не жуется, но ладно. И мохито дали, смотрите. Все влажное, вообще ничего. Вот у меня Катюня Инстаграм ведет. Вот. Все влажное, ничего не сок. Входим в самый дальний пляж Бока-Чика. Взяли катамаран. У нас два штурмана. Мы взяли катамаран. Зачем-то, ну, взяли. Специально обученных Специально обученных людей. Они да? еще торговались. Да. Правильно. 2 часа, английском $8 на четверых. Вот такая хрень. Ну, Катюня сказала, там мангровые сумасшедшие заросли, не знаю. Сумасшедшие. Вот они, мангровые заросли. Вот. У них такая корневая система, она вся на поверхности. Ну, вот так мы отплыли от нашего бережка. Пока. Ребятки, мы сдались, подытожим. Ничего плохого говорить не буду. Отдых есть отдых. Выбирайтесь в любые места. У нас в России холодно, слякотно. Поэтому и вот и наши друзья. Все лучше отдыхать, чем у нас в любом отеле. Скажи. Вас тоже оставили? Увидимся. По истечению уже времени, понимая, что отель был хороший, я даже сказал бы лучший на Бока-Чике. Были нюансы, но вы это видели. Так что выбрать, Бока-Чика либо Пунта-Кану? Пунта-Кане это Атлантика, немного ветра, а может быть и много. Я там был ветер, правда был в декабре. Бока-Чика ни волн, вода чистейшая, бирюзовая, без водорослей, в отличие от Пунта-Каны. Там можете попасть так, что будет горы водорослей, они еще будут не успевать их убирать. Здесь есть в отеле, если вы будете в бич, прямо рядом, спортивный зал, бары платные, с импортными напитками. В общем, в принципе, есть все. Бар есть на пляже, ночные постоянные тусовки вечером на пляже. В Гарден нет тусовок, у бассейна все закрывает часов, наверное, в 10, в 11. В следующей части мы поедем уже на машине, проедем весь остров, покажу все красоты, расскажу про экскурсии, которые можно брать, которые не обязательно брать, можно проехать самим, расскажу про дороги. Пишите комментарии, спрашивайте, обязательно отвечу. И у меня к вам просьба, ставьте лайки, если понравилось, либо дизлайки, если не понравилось. Я буду понимать, в каком формате мне продолжать, в таком же, и либо что-то изменить. Если вы напишите какой-то комментарий, вопрос, обязательно отвечу, обязательно прислушаюсь. Потому что мне надо понимать, что зашло, что нет. Просто алгоритм YouTube построен так, что если нету движухи жизни, лайки, дизлайки и комментарии, он не продвигается в поисковике. Вам нажать на лайк 2 секунды. Также не забудьте подписываться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новости. Ну все, до следующего выпуска, пока.